Привет, друзья! Сегодня мир следит за событиями в Нью-Йорке, где стартовала Генассамблея ООН. Уже в самом начале неожиданное заявление Анналены Бербак и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. И это только начало. Дальше обсуждение новых налоговых правил Германии, которые обещают серьезные изменения для работников и пенсионеров. Параллельно план вооружений на десятки миллиардов евро для Бундесвера и новые невероятные шаги канцлера Фридриха Мерца. А в Берлине политический расклад меняется. Левые и альтернатива для Германии АДГ усиливают позиции, а традиционные партии теряют поддержку. Экономисты из института ИФА предлагают реформу социальной системы, которая может затронуть миллионы граждан, получающих социальные пособия. Все эти новости заставляют задуматься, куда движется Германия и мир. Давайте разберем вместе. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные последние новости Европы и Германии. Итак, в Нью-Йорке стартовала 80-я Генеральная дискуссия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ООН. Первым выступил действующий президент Ассамблеи Анналена Бербак. Затем речь произнес президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Бербак, бывшая министр иностранных дел Германии, призвала страны-члены к большей решимости и готовности к реформированию. Она подчеркнула, что сегодня не время для торжества, а момент, когда необходимо совместно бороться с кризисами и выполнять обещания, данные международному сообществу. Трамп выступил позже и уже, внимание, в первые минуты его речи зафиксирована техническая проблема. Не работал телесуфлер. Несмотря на это, он начал выступление с критики климатической политики, заявив, что та разрушает экономику. Также Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы к более жестким мерам защиты границ и призвал другие страны действовать аналогично. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала Дональда Трампа. Тема генеральной дискуссии – это глобальная нестабильность, миграция, изменение климата и снижение доверия к международным институтам. Со всех сторон звучали призывы к диалогу и сотрудничеству. И еще интересное заявление. Президент США Дональд Трамп поддержал идею того, чтобы страны НАТО, внимание, могли применять меры против самолетов, которые незаконно нарушили их воздушное пространство. Он заявил об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трамп подчеркнул, что в последние дни были зафиксированы неоднократные случаи, когда военные самолеты и беспилотники пересекали воздушные границы стран-членов Альянса. По его словам, если самолет нарушил воздушное пространство НАТО, решение о его сбитии должно быть возможным. Со стороны НАТО на эти случаи последовали предупреждения в адрес Москвы. Альянс заявил, что будут применять все необходимые военные и невоенные средства для защиты своего воздушного пространства и безопасности стран-членов. В частности, в Эстонии были случаи проникновения самолетов МиГ-31 на территории страны и воздушной акватории Балтики. Эксперты предупреждают, что подобные заявления усиливают напряженность и могут привести к эскалации. Однако Трамп считает, что защита границ – это вопрос национального суверенитета и что союзники по НАТО должны быть готовы к жестким мерам. А дальше самая обговариваемая новость. С 1 января 2026 года в Германии вступают в силу важные изменения с налоговым законодательством, которые должны принести облегчение для людей с небольшими и средними доходами, работников и пенсионеров. Во-первых, появляется новая возможность. Теперь налогоплательщики смогут учитывать затраты на поездку до работы с первого километра, а не только с 21-го, как было ранее, я вам рассказывал. Если ежедневно ездить на работу 10 километров, это даст, внимание, около 176 евро ежегодной налоговой льготы. При 20 километрах примерно 352 евро, согласитесь, существенно. Во-вторых, для пенсионеров, которые продолжают работать, нововведение тоже важно. Льгота распространяется и на них. Также ее затронут лица с двойным домохозяйством и те, кто часто ездит домой к своей семье. Третье, пособие для тех, кто с низким доходом и кто ежедневно ездит на работу, оно будет продлено. Это касается и тех, кто работает на неполной ставке, и пенсионеров, имеющих небольшой официальный доход. Наконец, меняется ставка НДС на питание в кафе и ресторанах. Приготовленная еда будет облагаться пониженной ставкой, внимание, 7%, тогда как напитки останутся по полной ставке. Кроме того, сельхозпроизводители снова получат возврат части расходов на дизель-топливо, что должно помочь сельской местности. В целом, эти меры призваны чуть снизить налоговое давление на средний класс, работников и пенсионеров, особенно тех, кто остается активными и продолжает зарабатывать.
Далее важная новость Германии, на которую стоит обратить внимание. В Германии готовится масштабный план вооружений. Правительство намерено потратить около 80 миллиардов евро в ближайшие 15 месяцев на проекты для Бундесвера. Это следует из нового правительственного документа, в котором перечислены основные направления расходов. Деньги пойдут на закупку современной техники, вооружения, систем обороны, а также информационных технологий. Среди ключевых приобретений выделяется крупный морской проект, обновление флотилии или создание новых кораблей для военно-морской части немецких вооруженных сил. Также в планах усилий возможностей армии в сфере средств связи, разведки и наблюдения, а также обновление подвижного состава, бронетехника и транспортные машины. Распределение средств будет происходить поэтапно. Страна рассчитывает на ускоренные сроки исполнения, чтобы быстрее реагировать на текущие угрозы. Стратегия нацелена не просто на модернизацию, но и на повышение готовности и мобильности войск. Это предложение – это часть новой политики безопасности, провозглашенной, кстати, канцлером Фридрихом Мерцем. Премьер-министр выступает за укрепление обороноспособности Германии, подчеркивая, что инвестиции в оборону должны соответствовать геополитическим реалиям. А дальше еще интереснее. В столице Германии, в Берлине, наблюдается заметное смещение политических сил. Внимание! Партия Левая и Альтернатива для Германии АДГ усиливают свои позиции, в то время как традиционные партии теряют поддержку. Вы сами видите, что результаты тех недавних выборов показывают, что все большая значительная часть избирателей недовольна статус-кво и ищет альтернативы. Так, партия СДПГ, которая долгое время была лидером в столице, сдала свои позиции. Ее доля упала, и она теперь уступает даже левым, которые неожиданно вышли вперед по части голосов. Альтернатива для Германии АДГ также заметно выросла, особенно в некоторых округах с восточной направленностью. Традиционные партнеры коалиции, такие как СДПГ, Социал-демократическая партия Германии и Зеленые, ощущают давление. Растущее число избирателей требует перемен. Акцент на социальной справедливости и миграционной политике. Также наблюдается, кстати, что избиратели все чаще ориентируются на политику, а не на какую-то партийную принадлежность личности кандидатов, и конкретные обещания становятся намного важнее, чем бренд партии. Эксперты считают, что если тренд сохранится, в Берлине возможны новые политические альянсы. Особенно вероятно усиление левых в парламенте, а также возрастающая роль альтернативы для Германии как критической оппозиции. Но пока остается неясным, сможет ли кто-то из них сформировать то устойчивое большинство. И это еще не все. Институт экономических исследований ИФА в Мюнхене представил новую стратегию реформы социальной системы Германии, которая может сэкономить, внимание, 4,5 миллиарда евро в год и увеличить число рабочих часов на величину, эквивалентную почти 150 тысячам полных ставок. Ключевые предложения в исследовании касаются объединения 3 видов социальной помощи – бюргергельд, жилищной субсидии и детского пособия в одну комплексную выплату. При этом рассчитывается, что у одиночек появятся стимулирующие условия для выхода на рынок труда. Также ИФА предлагает резко пересмотреть правила получения дополнительного дохода. В частности, пороговые суммы от 380 евро в месяц и выше должны давать более высокую долю остающегося дохода. Например, одиночки без детей могли бы сохранить примерно 35 центов с каждого заработанного евро сверх этой суммы. Исследование подчеркивает, что текущее устройство трансферов снижает стимулы к работе. Даже при росте валового дохода на 1000 евро жители могут практически не выигрывать, если потеря других пособий нивелирует прирост. Авторы считают, что предложенные меры могут быть реализованы без сильных ударов по тем, кто действительно нуждается. Однако подчеркивается, что изменения должны быть справедливыми, особенно для одиноких людей и семей с детьми. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.